После того, как в начале февраля биткоин решил заняться дайвингом и погрузиться на дно около уровня $60 тысяч, в своем телеграм-канале я выложил очень большой пост, в котором подробно расписал свои ожидания по рынку и, можно сказать, своего рода план на целый год. Главная мысль той публикации заключалась в том, что моя цель по биткоину в этом цикле находится в области $180 тысяч. Вопрос только во времени. При этом факторы, которые делают эту цель более-менее реальной, мы также подробно разбирали в прошлых роликах. Так вот, именно от этой потенциальной цели и выстраивается моя стратегия не только по биткоину, но и по альтам, которые напрямую зависят от его настроения. Что касается возможного дна биткоина, я уже говорил, что ориентируюсь на зону около $50 тысяч. Я думаю, что ниже этих уровней вероятность серьезного продолжения снижения уже заметно уменьшается. Но важно понимать, рынок это не наш лучший друг, и он никому ничего не обязан, уж тем более давать нам идеальную точку входа. Именно поэтому моя стратегия построена так, чтобы уже быть в позиции прямо сейчас, а не сидеть и ждать красивую цифру, куда цена может даже не дойти. Я для себя четко обозначил зону покупок, не выше $80 тысяч. Соответственно, пока цена биткоина находится ниже этого уровня, я продолжаю накапливать. Если же биткоин пробивает данный уровень и уверенно закрепляется выше, я пересматриваю объемы, темпы покупок и в целом корректирую свою тактику. Таким образом, моя главная идея не меняется. Я отталкиваюсь от цели $180 тысяч, и если она реализуется, то моя позиция в любом случае будет в плюсе, независимо от того, где я покупал. Вопрос не в том, будет ли плюс, а в том, какой именно он будет, и сколько монет я смогу собрать к моменту выхода на эти уровни. И если с биткоином все более-менее понятно, то вопрос, какие монеты сейчас стоит покупать, максимально актуальный, и я более чем уверен, что он вас также интересует. Поэтому сегодня, друзья, я расскажу, как стоит инвестировать в текущей фазе цикла, что покупать, что именно накапливать и на какие монеты делать ставку. Я разберу несколько альтов, которые держу уже не первый год, и продолжаю накапливать их сейчас в основной портфель. И кстати, в конце ролика мы посмотрим, как себя чувствует мой экспериментальный портфель, который я собирал на обвале в октябре. Сегодня мы по большей части сделаем акцент на более стабильные монеты и сбалансированное соотношение риска, но если вы желаете отдельный ролик, где я соберу альткоины с потенциалом на более высокие иксы и соответственно с повышенным риском, поддерживайте видео лайком. Как только наберем 2000 пальцев вверх, сразу начну снимать это видео. Но чтобы вы его не пропустили, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарий, за который можно получить $10, как этот пользователь из прошлого ролика. Поэтому, друзья, всем приятного просмотра, меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, сегодня в ролике я разберу прежде всего биткоин, который занимает основную часть моего портфеля, и еще 4 фундаментальных альткоина. Ну а те, кто прямо сейчас перейдет и подпишется на мой телеграм-канал, будет ждать бонусы в виде пятой монеты с кратким обзором, целями на цикл и лучшими точками входа по стратегии поэтапного накопления. В телеграме я публикую только важную информацию, свое личное мнение по тем или иным событиям, а мои редакторы фильтруют для вас новости, чтобы ваша лента не была забита спамом. У нас большое сообщество холдеров, а также трейдеров, и многие из тех, кто давно в криптоиндустрии, дает положительный фидбэк моему телеграм-каналу и в целом нашему крипто-комьюнити. Так что подписывайтесь и получайте название пятой монеты, а я начну с биткоина. Да, несмотря на то, что сегодня видео про альты, но если не разбирать потенциал движения биткоина, смысла идти дальше просто нет. Ведь индикатор роста или падения всего рынка это именно биткоин. Из последнего в центре внимания у нас скандал с манипулированием, в котором участвовала, кто вы думаете, та самая контора Jane Street, о которой я недавно рассказывал. Если кратко, то компания, которая стояла за легендарной Terra Luna, которая обанкротилась, подала судебный иск на Jane Street, что это якобы она обвалила рынок в 2022 году. После подачи иска продажи в 10 утра по Нью-Йорку таинственным образом прекратились, и биткоин даже пошел вверх, к уровню 70 тысяч. Конечно, сложно сказать, все ли эти просадки связаны с давлением Jane Street, но манипулирование с ее стороны однозначное. Правда, на сегодняшний день есть и другой более важный фактор, и это переговоры Ирана и США, которые не совсем идут по плану, потому что Вашингтон выкатил список требований. И я уже писал, что это полное уничтожение ядерных объектов, передача обогащенного урана США, запрет на его дальнейшее обогащение и в общем полное закручивание гаек для Тегерана. После чего представители Ирана почитали эти условия, улыбнулись и, мягко говоря, послали Штаты с такими условиями. Иран отвергает принцип нулевого обогащения в ходе непрямых переговоров с представителями США в Женеве. Они заявляют, что прогресс в достижении рамочного соглашения возможен, если ядерные вопросы будут рассматриваться отдельно от других спорных областей. А результат уже увидели все. Нефть за секунду скаканула вверх, а фонда вместе с биткоином развернулась вниз. И даже Nvidia, которая выросла после хорошего отчета, и та в моменте упала на 5%. И кстати, это очередное подтверждение скептикам, которые считают, что события в экономике и политике никак не влияют на крипту. Но здесь я также хочу подчеркнуть важный момент, что Трамп потенциально может ударить по Ирану с пятницы на субботу. Он так делает всегда, потому что в это время рынки закрываются и уходят на выходные. И соответственно давление от таких событий будет меньше.
меньше. Ну точнее его вообще не будет, потому что рынки не работают. В принципе так было с ударами в прошлом году, так было с Венесуэлой и другими похожими событиями. Так что за этой ситуацией мои редакторы телеграм-канала следят 24/7, и чтобы первыми узнать о влиянии на рынок, обязательно подпишитесь. Но если отойти от этих всех новостей, сейчас вообще хоть кто-то покупает биткоин? Забегая наперед, ответ да. Смотрите, я нашел для вас вот такую метрику. По данным Glassnode, спрос на биткоин на спотовом рынке впервые начал расти с конца ноября. То есть несколько месяцев рынок остывал и падал, а сейчас мы видим разворот именно по спросу. И самое интересное, во время этой просадки было куплено более 400 тысяч биткоинов в диапазоне от 60 до 70 тысяч. 400 тысяч монет — это примерно 2% от всего предложения биткоина. Если взять среднюю цену, допустим, 65 тысяч, это около 26 миллиардов долларов. То есть 26 миллиардов долларов. Это серьезные деньги, это точно не розница, потому что по последним данным мы видим ее капитуляцию. И самое главное, друзья, это спотовые покупки. Не фьючи с плечом, не опционы. Это реальные монеты, которые выводятся с биржи и уходят на холодные кошельки. А спот — это фундамент. Именно спот двигает долгосрочный тренд. И опять же, я не говорю, что это финальные покупки биткоина в этом диапазоне, перед тем, как он полетит вверх. Нет, это лишь небольшой сигнал о том, что в этой области сохраняется интерес покупателей. И, кстати, после тестирования локального дна в начале недели, мы увидели приток в ETF. Да, по сравнению с тем, что было в начале прошлого года, это 3 копейки, но что приток вообще способен возвращаться в ETF, плюс-минус 700 миллионов долларов за пару дней, это уже неплохо. Также, если говорить о давлении продавцов, то оно сейчас постепенно снижается. Это мы видим по данным на Coinbase. В целом, друзья, как всегда, метрика дает первые зеленые сигналы, но цена не спешит разворачиваться вверх, поскольку остаются сдерживающие негативные факторы, и по сути сейчас их 3. Первое — это напряжение на Ближнем Востоке. Второе — тарифная политика Трампа и вся торговая неопределенность вокруг нее. И третье — высокие ставки ФРС и слабое ожидание по их снижению. Пока эти 3 красные триггера давят на рынок, никто не хочет идти в риск. Соответственно, мощный импульс вверх возможен только после стабилизации этих факторов. И рано или поздно это произойдет. Мои ожидания на 26 год от этого не меняются. Я считаю, что переговоры между США и Ираном в итоге приведут к сделке. Да, конечно, не без ударов и обстрелов, а также скачка цен на нефть, но тем не менее, Трампу не нужен затяжной конфликт. Ему важен быстрый результат и сильная позиция перед выборами в ноябре. Логично ожидать, что до выборов он постарается закрыть горячую тему, урегулировать торговые вопросы и, как говорится, снизить градус напряжения. При этом высокие ставки ФРС также не вечные, и смена риторики ФРС с приходом Кевина Уорша точно даст о себе знать. Поэтому на каждый негативный фактор со временем появляется позитивный. И как я уже сказал, я рассматриваю зону около 50 тысяч долларов как потенциальное дно рынка. Ниже этого уровня вероятность серьезного дальнейшего снижения очень сильно падает. Конечно, многие скажут, что тогда можно продавать и уходить и ждать 50 тысяч, но, к сожалению, нет, и рынок работает сложнее. И, конечно же, он не будет готовить для нас идеальные точки входа. И поэтому в данном случае я использую 2 стратегии. Первая — это классическая DSA, то есть регулярное усреднение. Это покупки биткоина на фиксированную сумму через равные промежутки времени, например, через неделю, независимо от его цены. И если вы сразу вспомнили Майкла Сейлора, то не зря, потому что именно по этой стратегии он работает уже не первый год. Такой метод снижает влияние волатильности и позволяет сформировать сбалансированную среднюю цену входа. Для меня важно, чтобы эта цена не превышала примерно не более чем 2-кратный рост от текущих уровней до потенциальной цели. А второй вариант — это вход по уровням. В таком случае ваш депозит делится на несколько частей. Одна заходит по текущей цене, другая на более грубой коррекции, а третья часть остается в резерве на случай экстремального обвала. И в принципе эта стратегия хорошо подошла для тех, кто начинал накапливать биткоин с конца прошлого и начала этого года. И это больше стратегия на диапазон усреднения. Сейчас я больше работаю через DSA и покупаю каждую неделю, но при этом не выше уровня 80 тысяч. Если цена закрепляется выше этого диапазона, то я немного приторможу накопление и буду ждать свою цель. И огромное преимущество в том, что в обеих случаях я остаюсь в плюсе. Вопрос только в его размере. Поэтому те, кто продолжает задумываться, а стоит ли добавлять биткоин себе в портфель, я отвечу да, однозначно стоит. И теперь вряд ли кто-то скажет, что биткоин на хаях, и он больше не сможет дать иксы. Хотя по факту ему просто нужно время. Но также в периоды накопления и ожидания роста по споту, я не просто сижу и наблюдаю за графиками. Я всегда небольшой процент капитала выделяю для торговли, которая позволяет и хеджироваться, и зарабатывать на локальных движениях рынка. И кстати, в нашей подписке Coin22 Pro мы наглядно показываем, как сейчас можно зарабатывать на трейдинге. Очень хороший пример — одна из последних сделок по Uniswap. Перед скачком рынка мы открыли лонги, и когда цена пошла вверх, мы максимально быстро зафиксировали хороший профит. И по такому
такому же принципу все участники Pro зарабатывали на других сделках на этой неделе, и часть профита переводили в спот. Огромный плюс нашей подписки Pro в том, что на каждом этапе работы у вас есть сопровождение, поддержка 24/7 и, что самое главное, обучение для новичков и не только. Уже на протяжении более 3 лет мы рассказываем и показываем, как можно оптимизировать торговлю, независимо от цикла и тренда на рынке, чтобы при этом выходить в плюс. Поэтому все, кто желает ежедневно получать прибыльные сделки и лучшие рекомендации по спотовому портфелю, напишите нам по ссылке в описании, и вы сразу получите более подробную информацию. Поэтому пишите, а я тем временем перехожу к разбору альткоинов. Если говорить об альткоинах, то первая монета, которая однозначно должна быть в вашем портфеле, это, конечно же, эфир. Да, как бы это иронично не звучало, сейчас эфир сливает его же создатель. Я говорю об Этерине, который продал его на миллионы долларов. Но как ни крути, эфир это фундаментал с огромной базой холдеров, а также ETF, что позволяет получать инвестиции напрямую с Уолл-стрит. Но что же происходит с эфиром в последнее время? И достиг ли он своего дна? Сейчас эфир торгуется в диапазоне 2000. После провала ниже уровня $1800 6 февраля, цена уже выросла примерно на 18% и вернула себе важный уровень $2000. Ну не совсем вернула, но пытается закрепиться в этой области. И это важно, потому что рынок пытается восстанавливаться. Но также у меня для вас есть интересная метрика. И сейчас будут цифры. Реализованная 30-дневная волатильность на Binance подскочила с уровня 0.33, которая была в середине января, до уровня 0.97. Это самый высокий уровень с марта 2025 года. Проще говоря, рынок вышел из спячки и перешел в фазу активной переоценки. И как всегда, если оценивать прошлые циклы, то ранее подобные движения метрики приводили к плавному развороту. Например, весной прошлого года похожий скачок волатильности произошел в диапазоне $1500-1700, и после этого эфир вырос на 77%, при этом меньше, чем за месяц. В последнем квартале 2024 года была похожая картина, и тогда рост составил 74%. Конечно же, цифры красивые, но давайте понимать, что условия тогда и сейчас были абсолютно разные. Также давайте поговорим про индикатор MVRV, который показывает активность накопления. Сейчас показатель опустился примерно к уровню минус 0.31 и вошел в фазу накопления. В прошлый раз подобное падение происходило в апреле прошлого года, когда цена опустилась на 66%. Тогда эфир сформировал дно около уровня $1400, затем он вырос на 258%. То есть если оценивать эфир по ончейн метрикам, то сейчас он сильно перепродан. Также если перейти на график, то трендовая линия в зоне $1800-1900 по-прежнему удерживается. В этом диапазоне инвесторы купили почти 3 миллиона эфиров. Это серьезный объем поддержки. И получается, если цена закрепляется выше уровня 200, то следующая цель это 2200, потом 2500 и потенциальный тест 50-дневной средней линии в районе 2540. Но важно понимать очень важную вещь. Несмотря на красивую статистику, я не исключаю, что эфир еще может сходить за ликвидностью в зону $1800-1700. Ведь в апреле прошлого года там была короткая консолидация. И поскольку сейчас мы не можем рассчитывать на быстрый разворот, то конечно же потенциальное тестирование данной области по-прежнему сохраняется. Но в этом и плюс, потому что можно купить дешевле. Поэтому здесь логично использовать стратегию DCA, регулярной покупки частями, а также поэтапный вход на ключевых уровнях. В случае с эфиром метрики дают нам оптимизм, но волатильность также нужно учитывать. И да, история может повториться, но также нужно понимать, что каждый цикл он особенный, и поэтому идентичного сценария можно не ждать. Но в целом, как я уже сказал, эфир это альткоин с самой большой базой холдеров после биткоина, имеет поддержку фондов, на него есть ETF, его покупают многие компании для стейкинга, что также дает цене хороший плюс. И поэтому даже если говорить, куда деньги пойдут после биткоина, то конечно же в эфир. А мы, друзья, двигаемся дальше, и здесь у нас немалоизвестный XRP от компании Ripple. Если говорить простыми словами, то спрос реально идет в XRP, в отличие от того же биткоина и эфира. Если смотреть на последние отчеты, то в этом году в XRP зашло примерно $150 миллионов, а это деньги от фондов. И на фоне того, что из биткоина и эфира за это же время вывели почти $1,5 миллиарда, так или иначе интерес к монете XRP очень сильно просвечивается. То есть крупные игроки не просто не выходят из XRP, а они наоборот наращивают позиции. И в данном случае очень важную роль играет сама компания Ripple. Недавно компания получила полноценную лицензию EMI в Люксембурге, а это по факту зеленый свет для работы по всему ЕС. Благодаря специальному механизму Ripple может легально предлагать платежные услуги в 27 странах Евросоюза. И это, конечно, не просто бумажка, а подтверждение, что компания соответствует строгим европейским требованиям. И ранее Ripple уже получала разрешение от британского регулятора, то есть компания Ripple активно выходит из серой зоны и уже работает через лицензии максимально легально. Цифры
Цифры метрики также в принципе неплохие. Активность в сети XRP выросла более чем на 50% с начала года. Это говорит о том, что сеть используется, а не просто стоит. А как мы знаем, использование сети – это комиссии, при которых сжигается количество монет, что уменьшает эмиссию и положительно влияет на цену. Плюс к этому в момент просадки киты также активизировались и накапливали монеты. И конечно же, если говорить о притоке в ETF, то в него зашло около 46 миллионов долларов. И в данном случае кажется, что все максимально положительно. Компания развивается, подписывает лицензии, даже идет приток спота в ETF в отличие от биткоина, киты накапливают монеты и сеть растет. Но если посмотреть на цену, то этого как будто бы всего нет. Потому что опять-таки идет давление внешних факторов, которые мы разобрали в первой половине. Но все эти положительные факторы по XRP мы разобрали не просто так. Ведь опять-таки, если говорить о том, какая монета начнет расти в момент возобновления роста рынка, то это, конечно же, будет та, у которой есть хорошие новости, поддержка от фондов. Если есть ETF, это вообще хорошо. У нее есть большая команда, управляющий, который на короткой ноге с правительством США. И поэтому, если выбирать между XRP и каким-то другим альткоином, то выбор здесь однозначный. По цене мы продолжаем торговаться на локальном дне после пробития поддержки $1,5. И в принципе, как и у всех монет, наблюдается консолидация. В данном случае риски падения и повторное тестирование области, которое было в начале февраля, по-прежнему есть. И поэтому, если рассматривать XRP для покупки, то для этого хорошо подходит данный диапазон. Это область консолидации 2024 года, и все накопление, которое будет идти в данной области, потенциально может вызвать разворот к уровню $2, дальнейшего закрепления и выход его цены на новые максимумы. Поэтому на XRP я продолжаю делать ставку. Далее у нас, друзья, монета, которая, наверное, пострадала больше всего от этого падения, и это Solana, но при этом она не потеряла свое звание фундаментала. И давайте ее разберем. Если говорить о накоплении, то в последнее время мы видим, что в инвестиционные продукты, связанные с Solana, наблюдались чистые притоки, которые оцениваются примерно в 390 тысяч Solana. Это означает, что крупные игроки возвращаются и увеличивают позиции, они полностью уходят из актива. Также очень важный элемент, который позволяет Solana оставаться на плаву, это ее комиссии, потому что Solana генерирует 600-650 тысяч долларов комиссии в сутки. Это один из самых высоких показателей среди всех платформ первого уровня. При этом, учитывая текущие условия, количество транзакций остается на устойчиво высоком уровне, и при этом сохраняется высокая скорость подтверждения. А как мы уже разобрали, чем больше комиссий, тем больше монет сжигается, эмиссия снижается, и это положительно влияет на цену. Еще есть один показатель, который стоит упомянуть. Это экосистема RVA, то есть активы реального мира. И на Solana данный сектор превысил отметку в 1,6 миллиардов долларов. Это значит, что большие фонды, а также проекты реально используют Solana для токенизации активов в реальном мире, а не только для спекуляций. А для Solana такие суммы это не игрушки. Это очень большой капитал, который задействован в экосистеме блокчейна. И при этом нужно понимать, что Solana это та монета, которая имеет больше всего фондов, которые в нее инвестируют. Среди них это Multicoin Capital, конечно же Coinbase, Polychain Capital, множество венчурных компаний, которые держат монеты и до сих пор их не продают. Также сюда добавим недавно запущенный ETF, у которого есть минимальные притоки, а также большое количество проектов, которые построены на сети Solana, и они позволяют генерировать все больше комиссий. И что самое интересное, как только начинается возобновление интереса к рынку крипты, все эти проекты начинают просыпаться, проводить транзакции, активизировать сети, что напрямую отражается на Solana. И мы это уже видели не один раз. Наглядный пример это PopFun, многие DEX биржи, которые работают на Solana, и все эти платформы очень хорошо влияют на саму цену Solana. Но при этом, да, цена чувствует себя не совсем хорошо. С начала года мы имеем падение почти на 40%, было падение на 45% и даже почти 50%, и сейчас наблюдается консолидация ниже уровня $100. Но опять-таки здесь мысль та же. Как только уходят все негативные факторы в виде геополитики, экономики, и весной рынок получает ликвидность от ФРС, все изменится очень быстро. И в данном случае альткоины будут стараться идти за битком, который первый отреагирует на изменения в новостном фоне. Ну и четвертый альткоин, который есть в моем основном портфеле, это Link. Друзья, Link это монета, про которую я вам очень часто рассказывал, говорил о плюсах, минусах, и давайте еще раз вам напомню, почему именно ее стоит добавить себе в портфель. Во-первых, Chainlink продолжает усиливать свое институциональное направление, и сейчас проект активно интегрируется для токенизации. И по сути все фонды или компании, которые хотят заняться токенизацией и токенизировать свои активы на блокчейне, они все обращаются к Chainlink. С этим проектом работают Grayscale, Bitwise, также экосистему поддерживают фонды, такие как Hashcake Capital, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, но конечно же проект имеет очень известных партнеров, как например систему Swift, а также работает с большими банками, как например UBS, JP Morgan и многими другими.
режиме. Да, понятно, что сейчас инвестиции в крипторынок очень сильно замедлились, и развитие токенизации немного поставили на паузу, но что самое главное, проекты не закрыли. Работа постепенно идет, проект не умер, его продолжают поддерживать, и здесь вопрос только в цене. Сейчас Link торгуется выше диапазона, который он прорывал в конце 2023 года, вся прибыль, которая была получена за этот период, была стерта, и по сути Link начинает все заново. Точка входа на сегодняшний день в принципе неплохая, как для краткосрочных целей, так и для долгосрочных, и накладывая общий текст сегодняшнего видео, который заключается в влиянии последних событий на рынок, Link имеет тот же потенциал, что эфир, Solana, а также XRP, ведь в моменты больших просадок и коррекций выживают только большие компании, которые способны получать финансирование и имеют большую финансовую подушку, чтобы продолжать свою работу. У наших сегодняшних монет это все есть, и мое мнение, что при развороте рынка в приоритете будет фундаментал, остается прежним. И напоследок, друзья, давайте пару слов о портфеле, который мы собирали в качестве эксперимента на просадке в октябре. Сейчас он, конечно же, находится в минусе, но если честно, то не все так плохо, потому что даже учитывая, какой негатив сейчас наблюдается в индустрии, то текущая просадка по этому портфелю составляет 40%. В момент более глубокой просадки биткоина она пробивала 50%, но сейчас держится около 40%. Самый большой минус сейчас по Solana, потому что просадки доходят до 50%. Если посмотреть, то наименьший минус мы имеем по XRP, это около 40%. Больше всего в этом портфеле у нас эфира, минус по которому также 45% или около 13 тысяч. Но опять-таки, если учитывать то, что сейчас вообще происходит на рынке, то в принципе минус 40% по текущему портфелю это не прям печальная ситуация. Тем более давайте учитывать, что я его не усреднял, я просто купил монеты и оставил их в качестве эксперимента. И в принципе, возможно, даже хорошо, что я его не усреднял, потому что интересно посмотреть на реальные цифры, которые он покажет в рамках полугода. Понятно, что если бы я собирал портфель по правилам DSA или по тем же ключевым уровням, то результаты были совершенно другие. А так в октябре эти монеты были просто куплены и никак не усреднялись. Хотя сейчас была бы отличная возможность докупить, усреднить, и средняя цена была бы уже намного лучше. Поэтому в принципе вот так сейчас выглядит данный портфель. У меня, конечно, есть интересная идея, чтобы сделать из него такой мини-проект, чтобы данный портфель был публичным, и каждый из вас мог повлиять на его исход. То есть как это будет работать? В Telegram я создаю опрос, где будет написано, что усреднять, что продавать, по каким уровням, и соответственно, чем больше голосов будет за тот или иной пункт, его и мы будем выполнять. И по сути каждый из вас может повлиять на его исход. Но пока это просто мои идеи, которые нужно еще продумать и в целом понять, интересно ли это вам. Поэтому если что, свое мнение можете написать в комментариях. А так, друзья, сегодня мы разобрали популярные альткоины, которые стоит покупать, обсудили фундаментальное влияние событий на рынок, но и при этом я озвучил свою цель, на базе которой строится мой план инвестиций. Поэтому если видео было полезно, поставьте лайк, пишите в комментариях, с чем согласны, а с чем нет, также подписывайтесь на Telegram и увидимся в следующем видео. Вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч!